Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу некоторые из своих последних приобретений, также старые модели, которые уже продолжительное время в моей коллекции, но на них до этого детальных видеообзоров я не делал. И также мы рассмотрим аксессуары для доработки масштабных копий. Тут представлены регистрационные номерные знаки из фототравления от студии Microdesign. Студия уже довольно продолжительное время выпускает различные аксессуары, но преимущественно для техники в 35-м масштабе. А 43-й масштаб в их ассортименте появился недавно, буквально месяц назад. И эти регистрационные номерные знаки я установлю на модели от Автоистории, на старые газели от Агата, и тоже сделаю отдельный видеообзор, где мы посмотрим, как они смотрятся на масштабных копиях. И начнем мы с обзора покрышек. От Maestro Models я купил несколько комплектов спортивной резины Michelin. Она называется Pilot XGT. И тут размер 17 дюймов, но, скорее всего, эта покрышка налезет и на 18-дюймовые диски. Отличная маркировка, также хорошо изготовлен протектор. Правда, надписи настолько микроскопические, что прочитать их без увеличительного стекла, во всяком случае, я не могу. Но надпись Michelin тут отчетливо видно, даже если не надевать очки. Вот такие покрышки, они довольно дорогие, продаются по отдельности. Вам нужно купить 4 покрышки, чтобы собрать комплект. И пока что не знаю, на какую модель поставлю эту резину. Я обычно их покупаю заранее, откладываю в коробочку. И когда нужно подобрать подходящую покрышку, достаю ее и устанавливаю на модель. И также покажу вам набор фототравления от студии Петроград. И тут представлены детали для доработки грузовиков ГАЗ-51. Ножки зеркал, также корпус зеркала, дворники, петли на капот, катафоты и сеточка на заднее стекло. И этот набор я приобрел для сидельного тягача ГАЗ-51 от Автоистории. Как раз хочу поставить на заднее стекло сеточку, и можно будет поставить катафоты, сделать брызговички, тоже модель, я думаю, преобразится. И вот так выглядит данный набор. И как раз давайте посмотрим на наборы регистрационных номерных знаков. Я купил практически все, которые были в продаже, и не хватало только современных российских номерных знаков. Их уже не было в продаже, когда я покупал эти наборы. Но если они появятся, я тоже их возьму и установлю на различные модели. Первый набор называется «Автомобильные номера СССР» образца 1977 года, и как раз можете посмотреть, какие регистрационные номерные знаки представлены. И также можете написать в комментариях, какие регионы тут на номерных знаках. Некоторые номера, скорее всего, каких-то коммерческих организаций, и нужно будет подобрать подходящие автомобили под эти номера. Также можете в комментариях написать, под какие модели это наиболее подходящие регистрационные знаки. Следующий набор – это автомобильные номера МВД и МЧС России, синие и белые. И синие, скорее всего, для милицейских автомобилей, но сейчас это уже полиция. И такой комплект я хочу установить на модель «Газели» от Агата. У меня две таких машины, одна полиция, другая милиция. И как раз после установки регистрационных номерных знаков я могу вам показать, как выглядит эта масштабная копия. Очень хорошее качество, четкие буквы, циферки. И номера объемные, наподобие, как на некоторых машинах от Classic Bus. И, конечно, хотелось бы видеть больше таких наборов, потому что выбор на самом деле невелик. Если установить все регистрационные номерные знаки, то даже 1/10 коллекции не будет доработано. Следующий набор – автомобильные номера военных сил России. На черном фоне белые буквы и цифры. И как раз этот набор я хочу использовать для доработки военных КАМАЗов от Автоистории. Start Scale Models тоже, я думаю, модели преобразятся. И как раз вы можете посмотреть, какие тут обозначения. Следующий набор –
Это автомобильные номера СССР образца 1946 года, тип 2. Черные маленькие регистрационные номерные знаки. И, скорее всего, можно попробовать установить эти номера на журнальные модели. И также я тут вижу несколько номеров для прицепов. Можно их наклеить на прицепы от автоистории. И как раз тоже можете посмотреть, какие тут буквы, цифры. И тоже пишите в комментариях, к какому автомобилю они подходят больше. Следующий набор – это автомобильные номера СССР образца 1946 года, тип 1, желтая подложка, тоже маленький формат регистрационных номерных знаков. Можно, например, такие номера поставить на инвалидку, на старую 21-ю Волгу. Также есть регистрационные номерные знаки для прицепов. Например, у Дипа на одном прицепе были желтые номера. И, возможно, я поставлю такие знаки на полуприцеп для перевозки сыпучих грузов. И тоже нужно будет посмотреть, какой тягач подходит по временному отрезку под такие регистрационные номерные знаки. Но, повторюсь, качество мне очень понравилось. Отличные наборы. И я надеюсь, что будет продолжение этой серии. Следующий набор – это государственные номера СССР образца 1946 года. И тут уже два типа. Одни на желтом фоне, вторые на черном. И по размеру эти регистрационные номерные знаки крупнее, чем предыдущие, которые я вам показывал пару секунд назад. И последний набор – это автомобильные номера СССР образца 1965 года. Тоже очень симпатичные. Их я поставлю, скорее всего, на запорожцы, на старые москвичи. И нужно посмотреть, какие дорогие модели в моей коллекции без регистрационных номерных знаков. Конечно, эти номера не поставишь на импортную технику. И очень хотелось бы увидеть заграничные номера, немецкие, американские. Потому что большое количество именно американских автомобилей почему-то без регистрационных номерных знаков. Если бы были такие наборы, можно было доработать модели от ГЛМ, от других премиальных брендов и так далее. И давайте покажу вам сами масштабные копии. Макларен, очень симпатичный автомобиль. Одно время на эти модели была хорошая скидка в крупных немецких магазинах, и как раз по случаю взял в коллекцию такой необычный автомобиль. Хорошее качество покраски, сборки, очень необычный дизайн, и мне нравятся английские спортивные машины. Это тоже отдельное направление в моей коллекции. И, кстати, в группе ВКонтакте кто-то выкладывал фотографии с похожей моделью. Видимо, вы тоже взяли ее в немецком магазине. Покажу вам Dodge Dart. Это довольно старая модель, я вам ее просто не показывал, и у меня в коллекции есть еще один Dodge Dart, только в другой схеме окраски, и у второй модели другие колесные диски, а тут очень красивый небесно-голубой цвет. И также покажу вам свежую новинку от бренда Stamp Models. Это Cadillac Fleetwood 75, лимузин, очень красивая масштабная копия, она выпущена ограниченным тиражом в 149 экземпляров, если я правильно прочел надпись на подставке. И эти модели, я посмотрел, в Европе уже исчезли с открытой продажи. В России, конечно, они, возможно, где-то есть, но я не покупаю в российских магазинах, а преимущественно иномарки беру в европейских магазинах, когда они появляются в продаже. И если у вас будет интересно, эту модель я могу сделать детальный видеообзор. Хотя, как показывает практика, людям подобные дорогие модели не особо интересны. И эти машины в Европе продаются за 110 евро. Не так дорого, если сравнивать лимузины с другими брендами. Например, модели от Motor City USA сейчас продаются за 700-800 долларов, и порой редкие модели достигают 2000. Так что тоже все относительно. И следующая модель, которую я вам покажу, это Audi от бренда LookSmart. Я тоже собираю модели от этого производителя, но не часто, потому что они стоят довольно дорого. И там не так много
прототипов, которые мне визуально нравятся. И эти модели, несмотря на высокую цену, на мой взгляд, в плане проработки уступают продукции NeoScale Models. Но сам прототип очень красивый. Это концепт-кар Audi Nuvolari, если я правильно прочитал. И эти модели изготовлены в Италии. Они сделаны из полимера. Вот такой красивый автомобильчик. И давайте я вам покажу еще пару моделей. Например, у меня есть Ferrari от Luxmart. Тоже очень необычный автомобиль. И эта модель уже снята с производства. Просто я эти модели, повторюсь, собираю за кадром. И не всегда показываю. Потому что, еще раз повторюсь, большинству людей эти автомобили не столь интересны. Но тоже очень красивый автомобиль. И это машина в варианте Pan American. И была еще машина в красном цвете, немножко с другим орнаментом. Она тоже есть в моей коллекции, и как-нибудь вам ее покажу в одном из своих будущих видеороликов. И давайте теперь рассмотрим самую крутую модель. Это трактор от Agata, скорее всего. Тоже относительно свежая новинка в моей коллекции, но эти модели выпускаются уже довольно продолжительное время. Взял ее просто по приколу, потому что у меня в коллекции был похожий трактор, но, если мне не изменяет память, та модель куда-то затерялась. До сих пор не могу ее найти. И также на этот тракторенок я сделаю детальный видеообзор. Мы можем сравнить эту модель с некоторыми тракторами из журнальных серий, которые есть в моей коллекции. Вот такие новинки, которые я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. Пишите в комментариях, какая из показанных мною моделей вам понравилась больше всего. Если у вас будет интерес, то на эти модели я сделаю детальные видеообзоры. Обязательно поддержите видеоролик лайком, оставьте ваш комментарий, жмите на колокольчик, и также можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются интересные видео на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.